Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду благодарна. Так, сегодня буду печь пасхальные куличи. Для начала мне надо поставить опару. Так, сахар и дрожжи. Заливаем здесь примерно 150 миллилитров теплого молока и поставим опару. Так, для опары я добавлю немного муки. Вот 2 столовые ложки будет достаточно. Дрожжи уже начинают действовать. Оставим опару. Ну, обычно минут 30 хватает. Так, накрою крышкой, пусть стоит, поднимается. Потом, как все поднимется, подготовлю остальные ингредиенты. Так, опара подошла. Перво-наперво я должна взбить сахар и желтки. Сахара надо как можно больше. Порция будет небольшая, получится либо больших штуки 4-5, либо маленьких штук 10 должно получиться. Так, тогда пока хватит. Сейчас я это взобью миксером. Я сегодня попробую немецкие. Мне присылали из Германии. Хочу попробовать вот эти вот добавки. Сразу сюда добавлю. Значит, здесь 3 полных яйца и 1 желток. Пока вот забью. Такой сахар хороший. Так, яйца взбиты. Сейчас мне нужно натереть еще апельсин. Так, апельсин я помыла. Так, ну я думаю, этого хватит. Теперь мне надо добавить все ингредиенты. Ой, хоть бы все получилось, потому что если они получатся у меня так же, как и в прошлые разы, это будет очень вкусно. Итак, добавляю в опару. Получается вот примерно столовая ложка цедра. Немножко мака. Добавляю маргарин. Здесь где-то 150 где-то. Вот хорошая температура масла. Добавляю сюда его. Не масло, а маргарин. Добавляю еще молока. Вместе с опарой здесь было молоко 500 миллилитров. 150 я потратила на опару. И вот все, что осталось, добавляю сюда. Тоже комнатной температуры. Так, теперь надо 1 чайную ложечку меда добавлю. Чайная ложечка меда и взбитые яйца. Раньше те года я всегда добавляла майонез в тесто, но сегодня у меня вот очень кстати оказалась сметана.
Вот поэтому я добавлю немного сметаны, чтобы поздобнее было. Соли. Так, и теперь муку. Сейчас я сначала это все смешаю. Вообще я не хотела много, но сейчас, как всегда, опять получится много. Но если куличей будет много, больше 10 не буду. Остальное поставлю в этом хлебопечку. Пусть кекс испечется большой. Так, все перемешала вроде как. Теперь добавляем муку. Так вот, я никогда не пользуюсь ситом, но вот даже все мне говорят, и мама мне сказала, что когда просеянная мука намного лучше. Поэтому я послушаю все советы и сделаю. Это не для того, чтобы там что-то не попало, а просто мука, оказывается, насыщается кислородом, и тогда тесто получается воздушнее. Так, все. Вот получилось вот такое вот такое вот тесточко. Сейчас я его поставлю. У меня самое теплое сейчас место это чайник. И оно будет на чайнике подходить. Раза два надо перемешать. И все. И потом можно разложить по формочкам и в духовку. Тесто поднялось. Посмотрите, насколько. Вот. Хорошо поднялось. Но если честно, мне вот что-то запах не очень нравится. Наверное, вот это вот, что я добавила. Так, теперь немножко муки, чтобы месить. Чуть-чуть совсем добавлю, чтобы не перебить мукой. Вот сейчас накрою, поставлю снова на чайник теплый. И еще накрою чем-нибудь, полотенцем каким-нибудь. И все, еще раз подойдет. Потом разложу по формочкам. Еще раз в формочках подойдет. И потом в духовку. Тесто подходит. Куличи готовы, остыли. Теперь приступим к приготовлению глазури. Так, глазурь я буду сегодня делать чисто сахарную с добавлением желатина. 100 грамм сахара. Добавляю 2 столовые ложки воды на 100 грамм сахара. Раз, два. Так, теперь перемешаю это все. Так, включила плиту. Теперь в желатин тоже надо добавить 1 столовую ложку воды. Так, все перемешала. Так, жвачка мне мешает. Я не могу жевать так, чтобы не чавкать. Так, сейчас как только сахар закипит, нужно будет взбить его миксером.
У меня почему-то всегда так получается, что я делаю это поздно ночью. На меня нападает какой-то приступ Золушки. И я начинаю что-то делать. У меня муж всегда балдеет надо мной. Твое время, говорит, пришло, мы спать ложимся, а ты иди, говорит, как вампирша на кухню. Ну вот, днем, при том, что я всегда хочу спать, прям вот умираю, спать хочу. А когда все спать ложатся, у меня прям такая бодрость начинается. Ничего нигде не болит, не трет, не жмет, спать неохота. И я хочу что-то делать, сразу желание появляется. Так, надо, чтобы сахар растворился полностью. Так, я взбила глазурь. Вот она, вот такая прям получилась. Нужно быстрее, потому что она быстро застывает. Я хочу паски до конца не открывать от бумаги. Я хочу их просто до половины открыть. И до этой открытой части полностью намазать глазурью, чтобы были потеки. Вот такие вот пасочки у меня получились. Неплохие, мягенькие прям вот. Ну, приступим. Прошло почти 2 часа. Я хочу посмотреть, застыли паски или нет. Ну, почти застыла вот. Ну, я думаю, если постоит ночь, то застынет окончательно. Так, паски готовы. Яйца почти сварились. Сейчас быстренько покрашу яйца. Уберусь и пойду смотреть фильм. Нашла один фильм хороший, ужастик. Сейчас пойду смотреть. Вот, а завтра буду готовить. У младшего ребенка день рождения было сегодня. Поэтому на воскресенье я зову гостей. Поздравляю всех православных с праздником Светлой Пасхи. Здоровья всем, удачи и благополучия.